Канал «Как заработать в интернете Байков» и канал «Как заработать в интернете». Только для моих подписчиков, ценителей моего творчества. Просто подпишитесь и все. И не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Всех приветствуем. Так, еще раз плюсики поставьте, слышно, видно. Если что-то не так, попытаюсь откорректировать. Если все окей, то просто полетели. Да, всем здорово, все слышно, видно, классно. Давайте сразу начнем со знакомства. Со многими здесь я уже знаком, многие знакомы со мной. Собственно, был практически на всех АМА-сессиях у многих команд и на официальных АМА-сессиях. То есть являюсь адвайзером непосредственно А4 финанс, самого проекта Spexy. Имею шикарные результаты. Продолжительность час, да, как уложимся. Я думаю, что вопросы на ответы, они будут большими. Вот. Имею хорошие результаты в самом Spexy. В 5 линиях уже более 50 тысяч человек, да, и более 4 тысяч роботов в 5 линиях куплено. Смотрите, хотел бы немножечко рассказать вам про историю компании, да, так как многие здесь пришли к нам и узнали о нас исключительно после Spexy. Вот. А что было раньше, что было до Spexy, что есть сейчас, какие еще есть продукты? Смотрите, в 2021 году, летом, мы провели сид-раунд, это были в основном личные инвестиции, собрали $500 тысяч. В декабре 2021 года провели IDO. Мы сегодня будем разбирать токен А4, который существует с 2021 года. Да? Провели IDO. На IDO, получается, мы собрали $1,5 миллиона, то есть за эти деньги пошла дальше разработка. Цена токена на IDO была 1,35 цента. Вот. А что мы сделали за 2022 год? За 2022 год выпустили некастодиальный кошелек. Что такое некастодиальный кошелек? Это функциональная оболочка для вашей сид-фразы. Деньги хранятся у вас, доступы хранятся у вас, мы даем функционал. Вот. Точно такой же децентрализованный кошелек, как C98, Trust Wallet, MetaMask, то есть они все работают по одному принципу, так же, как и A4 непосредственно. Вот. Что мы сделали за 2022, за прошлый год? Выпустили кошелек, выпустили NFT Marketplace, сейчас в бета-тесте находится. Также свой блокчейн, он тестит. Это все заготовки на будущее, уже ближе к метавселенной, чтобы все работало в одной экосистеме. Вот. Также мы подумали, как нам привлечь такое большое количество пользователей в непосредственно саму экосистему, в сам кошелек. А ведь рынок кошельков-то он же не то чтобы занят, да, то есть их на пальцах можно пересчитать непосредственно, но скажу так, то есть уже пользователь, когда пользуется кошельком, допустим, тем же трастом, зачем ему дальше, идти в какой-то другой кошелек? Мы подумали, что нам нужен новый пользователь. Вот для этого мы и придумали Spexy. То есть Spexy — это централизованная игра в децентрализованном кошельке, но, по сути, в первой части для нас, как для компании, это непосредственно сам маркетинг, да, то есть мы понимаем, что мы можем сотни тысяч новых пользователей привлечь в саму экосистему через игру, что в принципе как бы и происходило, да, то есть и происходит сейчас. Мы начали свой путь в Spexy с 16 декабря. С 16 декабря по 16 марта был закрытый тест, можно было попасть только через APK файл, на Android, на iPhone не было вообще приложения на тот момент, мы собрали тогда 10 500 пользователей. А с 16 марта по 26 июня собрали 50 500 пользователей. Это был открытый тест, да, уже с iPhone, с Android и так далее. Вот в новом уже дизайне не все помнят. Так, после АМА-сессии повтор будет в какой-нибудь канале. Запись будет в данном канале, сможете ее просмотреть в удобное для вас время. Вот. Смотрите, то есть 50 500 пользователей. И стартанули мы с 26 июня. 27 включились оплаты непосредственно. На данный момент у нас 115 тысяч пользователей хвостиком. И более 20, по-моему,
тысяч роботов продано. Смотрите, для чего мы создали, давайте сейчас конкретно по этому каналу, по эксперименту. Разберем стратегии, которые мы сюда задумали для трансляции. Да, что такое вообще Spexy против H4, для чего это нужно? После того, как мы столкнулись с проблемой, смотрите, почему мы решили уйти от SPX. Все люди ошибаются, мы точно так же ошиблись. Да, основная прелесть, особенность вообще Spexy была в том, что ты, инвестируя эквивалент USDT, условно говоря, пользователь заносит USDT, пользователь хочет USDT и выносить. Горки на токене – это классно, но все прекрасно понимают, к чему приводят горки, да, американские горки на токене, когда цена вверх, потом вниз и так далее и тому подобное. Вот, то есть петля смерти, да, закручивается, как это было в Stepan, в Eguverse. Я еще думаю, во многих Play to Earn, Move to Earn и так далее. Мы думали, как обойти эту систему, да, чтобы пользователь приносил непосредственно доллары, получал доллары и был застрахован в том, что он не потеряет свои средства, а выведет непосредственно ту сумму, которую выводит. Вот. Мы придумали SPX, технический токен, очень долго вас учили, не всех научили. То, что нужно его продавать, как только вывели, продал, все, забыл. Почему? Потому что токен SPX печатался, да, то есть, а вы, выводя, моментально фиксируя, доставалась ликвидность из пары ликвидности в этом токене. Но что мы не учли в тот момент? Мы не учли в тот момент непосредственно то, что у PancakeSwap, у децентрализованной биржи, да, где происходят децентрализованные обмены, есть ограничения по количеству токенов в пуле. Вот. И мы уперлись в это ограничение. В итоге один раз мы попытались решить эту проблему. Это привело к тому, что пришлось целенаправленно продать у пользователей на кошельках SPX, которые вечно дешевели, да, чтобы освободить место для новых выводов. Ну и второй, и, грубо говоря, через месяц после первого случая мы уперлись в ту же ситуацию. Вот. Мы думали, что сделать. Вывод в BNB, вывод в USDT и так далее. Вот. Но нам пришла гениальная идея. Гениальная идея в чем? Сделать вывод в А4. Почему в А4? Но важно понимать, как это происходит. Для обычного пользователя абсолютно ничего не поменялось. То есть вы выводите свои $10 из XP, да, эквивалент $10. Вы получаете $10 в эквиваленте А4. Далее у вас, то есть вы можете точно так же зафиксировать свою прибыль. А можете, ну то есть токен выкупается из стакана, токен новый не печатается, токенов больше не становится, как это было, например, в SPX, так как это было в Stepan, Eguverse и так далее. Вот, понимаете? Все, идет покупка. А ранним держателям ничем не грозит, то есть максимум цена вернется к той же, потому что человек поставил на вывод, купилось, человек захотел продать, продалось. Вот. А цель эксперимента, давайте перейдем к эксперименту и потом плавно к разбору токеномики, к разбору самой экосистемы А4. Смотрите, то есть наш эксперимент, у нас есть две команды. Команда Spexy и команда А4. И будет ежедневный сравнительный анализ результатов. То есть, смотрите, какая цель. Вот есть пользователь. Что пользователь? Вот, в среднем, давайте откровенно. Пользователи делятся на два типа, да? То есть, тот, кто хочет достать свои вложения быстрее. Вот $1000 он вложил, и он хочет $1000 быстрее отбить. Understand, по-моему, да? И второй пользователь решил, что он купил робота, и он хочет его прокачивать, да, потому что что такое Spexy? Это непосредственно геймифицированный пресейл доступа к метавселенной. То есть у вас доступ, есть у вас робот, значит у вас будет доступ к метавселенной, ко второй части, к новым возможностям заработка и так далее. Не будет доступа, соответственно, можете брать в аренду робота у тех, кого будет. К этому
это все обсудим в блоках вопросы и ответы. Сейчас пока не для этого собрались. Смотрите. И по сути, с учетом того, что у нас есть пользователи, которые выводят деньги, им нужно деньги обратно вернуть, так как они сюда вложили. И непосредственно, кто хочет быстрее прокачаться, для этого есть Super XP. Классно, да? Не выводишь деньги на основной баланс, получается не 0,6, а плюс-минус 1,2% в сутки, да, если посчитать. Но у тебя робот растет. Напоминаю, есть 5 моделей роботов ESP, E, X, Y. У моделей ESP, E, X 40 уровней. На каждом новом уровне робот дороже на 6%. По сути, доход у тебя фиксированный, составляет 0,6% в сутки, а непосредственно робот меняет свою стоимость в зависимости от уровня. Вот. И мы решили, что мы будем ежедневно, то есть сейчас как выводы включат, как только включают выводы, наступает первый день эксперимента. И у нас есть две команды. Есть команда Spexy Team 1, Spexy Team 2, два робота. То есть потом еще их назовем как-нибудь, задействуем наше комьюнити, сделаем розыгрыш на нейминг и так далее. Будет интересно, чтобы каждому роботу присвоить имя и чтобы следить конкретно за этим персонажем, который совпадает с вашей стратегией. Вот. И мы, по сути, вот эти две стратегии ежедневного вывода и прокачки будем делать двумя способами. Первый способ, классический, к которому вы привыкли, находили свои денежки, продали USDT, все, считай, отбился. Или просто не выводим XP, Super XP и прокачиваемся выше. Вот. А команда А4, да, тоже два робота, точно таких же. Первый человек хочет отбить свои вложения быстрее, но это будет делаться следующим образом. Пришла тебе, вот ты находил свои XP вывел, пришла тебе на кошелек А4, ты его не продаешь, ты ждешь, пока он вырастет, да? А вторая стратегия, хочешь ты быстрее прокачиваться, вот, к примеру, вывел ты свои $50 сегодня, да? А цена через 3 недели в 3 раза выросла, то есть у тебя уже не $50, а 150, и ты прекрасно эти $150 отправляешь в прокачку, и мы в живом в онлайн-режиме с ежедневным отчетом, ежедневный, еженедельный, ежемесячный. Будем следить. То есть, соответственно, вы сможете посмотреть, ага, а это все-таки работает или нет, чтобы за вас это кто-то попробовал. Если вам понравится данная стратегия, окей, транслируйте ее на себя, делайте точно так же. Не нравится? Замечательно. Действуем так, как действовали. Для обычного пользователя ничего не поменялось. Так, смотрю, там уже... Так, эфир глючит. С, окремный вид. Так, А4 это не окремный вид Spexy. Нет, смотрите. А4 это вся экосистема. Spexy, он рожден в А4. То есть, чтобы попасть в Spexy, вы должны... Чтобы попасть в Spexy, вы должны скачать кошелек А4 и непосредственно зайти. Так, все норм с эфиром. Замечательно. Давайте сейчас я включу трансляцию экрана непосредственно. Я надеюсь, что все выдержит. Так. Да, кошечка, про эксперимент уже рассказали. Посмотрите в записи. Так. Так, ребят, скажите, пожалуйста, кто из админов, включите микрофон, скажите, видно ли экран, потому что я вас не вижу, я вижу свой экран. Все видно. Все видно, замечательно, замечательно. Смотрите, давайте сейчас мы разберем сам проект А4, да, какая здесь есть токеномика, что у нас здесь по дорожной карте и так далее. Смотрите, давайте перейдем к самому интересному, то есть это токеномика. То есть первоначально, то есть максимальная эмиссия 1 миллиард монет. 1 миллиард монет. Распределение какое? На IDO, которое мы проводили на собственной площадке, и причем оно было уникально чем? То есть, во-первых, это был аукцион, а во-вторых, вы могли в течение суток, после того, как уже после аукциона образовалась цена, вы могли назад брать свои USD. Для чего? Ну, к примеру, вы инвестировали там на IDO, там $10 000, а вам не понравилась цена, которая, конечная, и вы думаете, ага, наверное, пойдет ниже, могу эти деньги забрать и потом ниже перезайти. То есть я не видел до нашего IDO, чтобы давали такие возможности людям. Смотрим.
10% на IDO, 7,5% это был seed round, то есть это были личные инвестиции, давали маленькие аллокации там нашим знакомым криптосообществу, чтобы они нас рекламировали на IDO там, и при релизе кошелька. Команда 7,5% токенов, все равномерно каждый месяц происходил анлок. На промо 5%, то есть они еще не задействованы. На хакатоны, также в связи там, с событиями 2022 года февраля месяца решили первый хакатон отменить, и в итоге он состоится только после релиза, собственно, в общем. Вот. 5% на баунти. Также не задействовано. Была у нас одна попытка сделать airdrop на индусов. Дурацкая попытка, все слили в стакан. Окей. Основное распределение самого токена – это стейкинг и фарминг. Да, то есть 30%, 300 миллионов на стейкинг, 300 миллионов на фарминг. Все остальное – это сид-раунд, IDO и так далее. Вот. Давайте сейчас разберем стейкинг. И дальше перейдем к токену, непосредственно перейдем к токену и посмотрим на его перспективы и как развивались события. То есть взгляд в прошлое у нас будет, и немножко пофантазируем, что у нас будет в будущем. Смотрите, на данный момент, как вы можете использовать свой А4? А4 вы можете на данный момент использовать в стейкинге. В стейкинге есть 3 опции. Стейкинга осталось ненадолго, я думаю, что 1-2 месяца. После чего, после стейкинга начнется фарминг. Что такое стейкинг? Это как в банке, да, то есть вы депозит кладете в банк, и банк вам за то, что вы туда денежку свою положили, предлагает определенные проценты. Вот. У нас непосредственно стейкинг, он очень вкусный, очень такой весомый, да. Получается, что есть 3 опции. Опция первая – это 0,3% в сутки, то есть 198% годовых. Вот. Но деньги вы можете забрать, то есть стейкинг, сама опция бессрочная, вот. Но когда вы забираете свои деньги, у вас должно пройти 30 дней. Вот. Вторая опция 0,25% в день, то есть 150 годовых. Но 15 дней на то, чтобы забрать свои деньги. Многие путают, говорят, ага, я на 30 дней положил, говорит, где мои деньги? То есть нет, вы не на 30, вы можете на 1 день положить и забрать, и у вас будет идти 30 дней. Вот. И самая такая опция популярная, тоже кто как выбирал. Кто-то выбирал, ага, 0,3 и до конца, все, верю в проект, все классно. Вот. Или же выбирал третью опцию 0,2% в день с моментальным выводом. Вот. За абсолютно любой вывод снимается 1% комиссии, который впоследствии сжигается. То есть вот за все время, раз в месяц мы сжигаем комиссии за вывод со стейкинга. Вот получается с 15 февраля 15 января 2022 года по сей день сожжено 5 миллионов 203 тысячи 782 монетки А4. Вот. Что у нас будет после стейкинга? После стейкинга будет фарминг. По фармингу мы проведем отдельный вообще обучающий семинар, вебинар, так как тема очень интересная, очень прибыльная, но на первый взгляд очень сложная и отпугивающая. А почему? Потому что вот, здесь вот и из нас, сколько нас здесь сейчас находится? 254 человека. Вот поставьте, пожалуйста, плюсики, удалите, пожалуйста, это вот чик. О, с интересным аватаром. До свидания. Постучитесь потом в вас. Так, смотрите. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто знает, что такое фарминг ликвидности вообще, кто с этим знаком. И минусы, кто не знает. Ага, такого актива мы взяли и сломались. Я думаю, что 50 на 50 плюс-минус. Либо 30 на 70, скорее всего.
Просто честно, я лично сам, я с 17 года в крипте. Я там прошел 2 цикла роста криптовалют. Непосредственно занимался майнингом, были свои майнинг-отели и так далее. То есть опыт обширный, да? Но для меня, вот я пока сейчас не разобравшись до конца, для меня всегда фарминг отпугивал, потому что была такая, то есть в фарминге есть такая история, как непостоянная потеря. Непостоянная потеря, то есть типа вы можете, вот храня свои средства, типа потерять свои деньги. Ты такой думаешь, ого, сложно, непонятно, ну его нафиг, все, я пошел, короче. Не буду дальше разбираться, все. Вот. В итоге, в данную секунду, я не то есть я понимаю, как объяснить фарминг, но я не понимаю, как его объяснить абсолютно простым языком, чтобы он был понятен всем и каждому. Соответственно, когда я это пойму и когда он запустится, это ориентировочно мои предположения, не прошу их за правду не принимать, да, так как мир у нас гибкий и сроки релизов и анонсов, они изменяются. Я думаю, что 2-5 недель и будет релизнут фарминг. Фарминг будет 1000% годовых, то есть это в районе 1,5% в сутки. Да? То есть что вы в фарминге делаете? К примеру, у вас есть А4 эквивалентом на $1000. И чтобы вообще создать пару ликвидности, вам нужно на $1000 А4, на $1000, например, USDT, сделать пару ликвидности, отправить ее на Pancake, Pool Liquidity, получить расписку, LP токен, да, то есть из 2 токенов становится 1 токен. И вот этот LP токен, вот эту расписку вы стейкаете у нас, да, и мы, соответственно, из пула наград фарминга вам начисляем А4. Вы хотите выйти из фарминга, пожалуйста, то есть будет unlock 30 дней и будет комиссия 2%. Вот, за вывод. То есть комиссия здесь будет отбиваться получается, за 1,5 дня. Вот. Так, все вопросы задать в конце. Замечательно. Так, по фармингу немножечко я рассказал, то есть тема сейчас не про фарминг, потому что тема обширная, сложная, и нужно рисовать, показывать непосредственно перспективы. Нет, что значит фарминг на алгоритме POS? Вы, может, хотели спросить, блокчейн будет на алгоритме POS или нет? Это совсем, но фарминг, POS к фармингу никак не относится, это разные вообще вещи. Так, фарминг это будет начало? Нет, это совершенно связанные события абсолютно. То есть мы же вам что сейчас объясняем, понимаете, мы вас очень долго, наши любимые пользователи Spexy, учили о том, что нужно продавать... Чего? Так, учили вас, что нужно продавать, вот вывели, продали, да? Вывели, продали. А сейчас данным экспериментом и данной АМА, да, то есть я вам рассказываю, показываю, какие у вас есть возможности в вашем токене, который вы получаете. Возможность его продать у вас осталась и зафиксироваться. Но появилась возможность получать прибыль на прибыль. Коля Панько, смотрите, по фармингу, который еще не запущен, который по плану там в ближайшее время. Ребят, кто ставит гифки, смайлики, ля-ля-ля, тополя и прочие вещи, просто давайте один раз определимся, что мы не для этого здесь собрались. Если кому-то будет непонятно, навсегда в бан. Все, то есть все просто. Вам не интересно, не нужны возможности, окей. Вот. Смотрите, про фарминг будет отдельный непосредственно семинар, вебинар в каждой метакоманде здесь и так далее. То есть сейчас ты гость на всех АМА-сессиях командах. О, Димка, да, ребята, включите, пожалуйста, сейчас чат, включим его непосредственно на вопросах, да, то есть мы когда к блоку вопросов подойдем, кто не захочет голосом задавать вопрос, задаст непосредственно в чате. Вот. Окей, отключите, пожалуйста, ребята, возможность писать, потом включим, никаких вопросов. Вот. Давайте посмотрим на прошлое токена А4 и плюс-минус подумаем о его будущем, да? Открываем график. График здесь не с самого начала.
Ну, потому что на CoinMarketCap мы появились где-то там, не помню, какая дата первая. 29-12, по сути, 21 мы стартанули. То есть 21 декабря IDO, по-моему, 23 декабря 2021 года мы появились на PancakeSwap. На PancakeSwap непосредственно появились. А какая цена была IDO? Цена IDO была 1,35 центов. То есть 0.0135. Вот. Какая цена была на сид-раунде? На сид-раунде какая была цена? Цена на сид-раунде была полцента. Что мы имеем в итоге? То есть ранние инвесторы сид-раунда, они получили до пика, да? Какой был пик? Пик составлял 10, сейчас по CoinMarketCap смотреть, 10.58, да, то есть 20 апреля 2022 пик составлял 10 центов, 10.58 центов, то есть 10,5 центов. Вот. А в процентном соотношении, то есть участники сид-раунда непосредственно смогли заработать 22 раза. Участники IDO с 1,35 цента, которые стартанули, смогли заработать 8 раз больше. Да? X8. Все же любят иксы, давайте иксами общаться. X8 непосредственно. Но скажете, ага, там вот этот один день был 10 центов, окей. Ну, если не 10, то вот 8 центов, пожалуйста. Как говорится, каждый мог, был 2 недели цена, были объемы. Там, по миллиону, по 500 тысяч. То есть открытая информация, ее можно посмотреть. Вот. Но что мы имеем в итоге? Давайте посмотрим на прошлый апрель. На тот момент у нас было 6 тысяч пользователей. 6 тысяч пользователей. Не был релизнут кошелек, не было абсолютно никакого продукта, кроме самого стейкинга. И было на руках было 200 миллионов монет. Цена ушла на 10 центов. При таком раскладе, помним, да? 6 тысяч пользователей, 200 миллионов монет. Никаких продуктов, кроме стейкинга. Что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем цену, ну, если взять вот месяц, да, то есть минималка была 2,5 цента, то есть это уже там 3 икса с самого низа, да? Что мы имеем сейчас? Сейчас цена, как это ее позвать, там 0,072 цента, да? То есть цена чуть выше сид-раунда, Еще даже не цена IDO. А на данном этапе, в этой красной точечке, что мы имеем? У нас 125 тысяч пользователей, то есть пользователей кошелька и пользователей игры, да, непосредственно. У нас куча продуктов, монет на руках стало больше за 1,5 года, но больше стало в 2 раза. Ну, то есть, плюс-минус по окончанию стейкинга на руках будет 400 миллионов монет. Монет в 2 раза больше, пользователей в 20 раз больше. Цена между сид-раундом и IDO. Что у нас дальше по дорожной карте самого А4? Непосредственно, то есть в данный момент, то есть мы подошли к реализации самой игры и так далее. Далее у нас запуск непосредственно фарминга. Под фарминг у нас есть договоренности с прекрасными профессионалами, с большими командами, кто занимается исключительно фармингом. Что даст фарминг проекту? Фарминг проекту даст ликвидность. Вот. То есть сейчас ликвидности там 150 тысяч долларов, станет ликвидности несколько миллионов. То есть ваши покупки там на 1000, на 2000, на 5000 долларов, они будут меньше влиять на цену, но и продажи на такую же сумму будут также влиять на цену не сильно. Вот. Плюс
Если кто с нами давно и кто знает, кто слушал первые там АМА-сессии, листинг на централизованные биржи, он не вычеркнут из непосредственно дорожной карты. Как и объявляли в апреле месяце 2022 года, листинг будет. Вот. Какой он будет, можете послушать в той АМА-сессии. Вот так. А когда он будет, вы, соответственно, об этом узнаете только по факту. Потому что мы не враги себе, это раз. Вот. Так как любой, смотрите, если вы где-то видите проект, который, к примеру, говорит, ага, там мы будем залищены там на такой-то бирже, все, просто бегите оттуда. Вот, потому что это сразу красный флаг. Данный проект вообще может попасть во все блок-листы любой биржи и никогда туда не попасть, ни под каким предлогом. Вот так. Зачем мы сейчас сделали вывод в А4? Да? Вот, к примеру, вот давайте сейчас интерактив. Ребят, никто не может писать в чат, да? Или можем? Так, кто есть? Я могу открыть. Открой, пожалуйста, открой. Сейчас мы будем плюсики, минусики, интерактивчиком немножко заниматься. Вот. Давайте так, как вы думаете, какое процентное соотношение пользователей Spexy, да, пользователей Spexy вообще знает о токене А4? Интересно, конечно, цифры. Я думаю, что даже 1, 2, 5, где-то, я думаю, что все уже можно тормозить. Не, никто не знает. Ну, как, ребят, если смотрите, если бы... Так, вопрос один. Так, зачем комментарии создавать? Ну, Вадим, комментарии... так. Не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Ну, просто это типа активность в чате. Все, не более. Так, по сути, о токене А4, да, то есть мы пользователя учили, что делать. Вывел, продавай, все. Ни о каком А4 пользователю никто не рассказывал. Про АМА-сессии, точнее, про саму экосистему, про продукты, про стейкинг. Вот кто из вас знал? Я думаю, что 80% сейчас впервые узнали о стейкинге и про фарминг, к примеру. Информацию впервые узнали о самом токене, о его перспективе, о возможностях, там, да, если мы говорим про финансовый, про рост, вот, или же про само использование. Джереми, наверное, звука только у вас нет, у остальных есть. Вот. Соответственно, что сейчас нужно? И для чего нужен вывод в А4? Для того, чтобы абсолютно всех пользователей познакомить с токеном А4. Понятное дело, что люди будут продавать. Понятное дело, что пользователи будут продавать. Это логично. Они еще не знают другого варианта. Вот. Но постепенно, так как мы же видели, да, что пользователь выводит SPX, и он даже его не продавал и терял деньги себе во вред. Вот. Сейчас для таких забывашек, я думаю, начнется довольно-таки интересное время этого боя. Выкиньте, пожалуйста, сюда. Просил же по-нормальному. Вот. Соответственно, для этого и сделано. То есть, пожалуйста, присмотритесь к новым возможностям, которые у вас сейчас открываются, чтобы потом не говорили так, что мы вам об этом не рассказывали. Вот. Так, кто из ребят? Ребят, скажите, все я сказал или нет по плану? Так как я немножечко отвлекся на чат, у меня вылетела мысль. Сейчас я посмотрю темы, какие мы здесь хотели обсудить. Будущее токена А4. Будущее токена А4 вы можете сами нарисовать, да? То есть 10 иксов без продуктов с 6 тысячами пользователей. Сейчас 120 тысяч пользователей, которые еще не знают о продукте, не знают о токене, не знают, что будет, не знают, как пользоваться. Но процесс постепенный. Постепенный. Вот. Когда узнают, сами можете себе представить, что будет на графике.